Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Люба, и вы на канале о вязании. И в этом видео я предлагаю вам связать вот такие вот домашние, очень теплые и мягкие тапочки из пряжи Alize Puffy Fine. В мастер-классе я буду использовать цвет номер 415. Такие тапочки вяжутся очень легко и достаточно быстро. Также, поняв принцип вязания, вы можете связать абсолютно на любой размер. В конце видео я вам покажу и расскажу замеры на 3 размера. Это будет вот такой вот большой мужской размер, будет средний размер женский и маленький детский размер. Я вам расскажу все расчеты и расход пряжи, поэтому досмотрите это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И поставьте лайк этому видео, чтобы я знала, что мои труды не напрасны. Вам нужно будет знать следующие мерки. Это обхват стопы и длину стопы. И самостоятельно, конечно, нужно будет определить ширину вот этой части, куда у нас будет вставляться ножка. То есть вот эту вот ширину вам нужно будет определить самостоятельно. И тогда вы сможете связать такие тапочки абсолютно на любой размер. Что нужно учесть при вязании таких тапочек, так это то, что они очень хорошо тянутся в длину. Поэтому, когда вы будете вязать основную вот эту вот часть, вяжутся у нас тапочки по кругу, и когда вы будете примерять на свою ножку, тапочек слегка натягивайте, потому что пряжа очень хорошо тянется по длине. И чтобы не получилось так, что в итоге тапочек вам окажется великоват. Итак, если у вас появилось желание связать такие же домашние тапочки, то давайте вязать вместе. Итак, мы начинаем вязать тапочки. Вязание мы начнем от кончиков пальчиков и будем вязать по кругу. Для этого берем рабочую ниточку. Раскрываем первую петельку, если у нас нет хвостика. У нас в начале должен быть хвостик. Дальше вторую петлю мы продеваем через первую. Третью петлю продеваем через вторую. У нас получается 2 петельки, первая и вторая. Следующую петлю от рабочей нити мы продеваем в первую петлю. И сразу же эту петлю мы закрываем. Продеваем петля через петлю. У нас получается 2 петли. Первая петля и вторая петля. И чтобы нам не потерять вот эту первую петлю, мы отметим ее маркером. Дальше следующую петлю от рабочей нити, вот следующая петля, мы продеваем через петлю, которая у нас уже есть. Следующую петлю от рабочей нити продеваем в центр круга. У нас образуется вот такое небольшое отверстие, и именно в это отверстие мы вставляем петлю от рабочей нити. И сразу же эту петлю опять закрываем. Хвостик убираем вниз, чтобы он нам не мешался. И повторяем еще раз. Петлю от рабочей нити продеваем через петлю, которая у нас уже есть. И следующую петлю вставляем в центр. И сразу ее закрываем. У нас получилось первые 6 петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая.
Дальше вяжем следующий ряд. В каждую из этих 6 петель мы должны сделать прибавку. Для удобства я воспользуюсь крючком. Если вам вязать руками удобнее, можете вязать руками. Итак, первая петля, которая у нас с маркером. Маркер мы снимаем. Захватываем переднюю стеночку петли и продеваем 2 петли от рабочей нити. В следующую петлю также продеваем 2 петли. И повторяем так до конца ряда. В каждую петлю мы должны протянуть по 2 петли. У нас в итоге должно получиться 12 петель. И теперь мы все эти петли закрываем. Закрывать мы начинаем с самой первой петли, которая у нас уже была до того, как мы начали продевать петли. Это считается самая первая петля, и именно с нее мы начинаем закрывать ряд. Продеваем петля через петлю. Отверстие, которое у нас получилось в самом начале, мы с изнаночной стороны стягиваем кончиком от рабочей нити. Подхватываем крайние петельки по краю круга и постепенно закрываем это отверстие. Дальше продолжаем вязать следующий ряд. В первую петлю мы протягиваем 1 петлю от рабочей нити, во вторую мы делаем прибавку. Прибавка – это когда мы в 1 петлю протягиваем 2 петли. И у нас получается комбинация 1 петля, прибавка. И вот эту комбинацию мы повторяем до конца ряда. В 1 петлю протянули 1 петлю, во вторую протягиваем 2 петли от рабочей нити. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И потом, начиная с самой первой петли, мы этот ряд закрываем. Дальше мы вяжем без изменений. Если у вас ширина стопы так же, как и у меня, 22 сантиметра, то смело продолжайте вязать без изменений. В каждом ряду по 18 петель. Захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем в каждую петлю по 1 петле. Протягиваем 18 петель, ряд закрываем. Итак, мы продолжаем вязать без изменений. В каждом ряду по 18 петель и вяжем до начала пятки. Если ваш обхват стопы больше, чем 22 сантиметра, то в следующем ряду необходимо сделать еще одну прибавку. Равномерно добавьте несколько петель по кругу, провяжите пару рядов без изменений, примерите на свою ногу и определите, достаточно ли вам такой ширины. И когда необходимая ширина будет достигнута, вяжите без изменений до начала пятки. Итак, я провязала необходимую мне длину, провязала 16 рядов без изменений, в каждом ряду по 18 петель, дошла до нужной мне длины и дальше мы будем вывязывать пятку. Итак, сейчас у меня в работе 18 петель, дальше я протягиваю 14 петель в каждую по одной.
14 петель я протянула. 4 петли у меня остается. Вязать мы их не будем, а будем вывязывать пятку поворотными рядами. То есть будем вязать туда-обратно, туда-обратно. Эти 4 петли мы провязывать не будем. Итак, протянули мы 14 петель и 4 петли мы не вяжем. Закрываем петли до конца ряда. Закрыли последнюю петлю и теперь вяжем в обратную сторону. Также протягиваем петельки, только теперь уже слева направо. Также подхватываем переднюю стеночку петли и протягиваем в каждую петлю по одной. Теперь мы протягиваем только 14 петель. Только эти 14 петель мы будем вязать до конца пятки, пока не свяжем всю пятку. Протягиваем 14 петель и ряд закрываем. Ряд закрываем с противоположной стороны от рабочей нити. То есть мы начинали протягивать петли слева направо, и также слева направо мы закрываем этот ряд. Закрыли последнюю петлю и теперь протягиваем справа налево. Вяжем поворотными рядами. Та петля, которая у нас остается, мы ее в счет не берем. И начинаем петли протягивать с самой первой петли. Протягиваем 14 петель. Эту петлю, которая у нас остается, мы не считаем. И начинаем опять справа налево. Протягиваем 14 петель и этот ряд закрываем. Закрываем также справа налево, как начинали протягивать петли с противоположной стороны от рабочей нити. Теперь протягиваем слева направо. Итак, чередуем эти два ряда слева направо, справа налево и вяжем только эти 14 петель до конца пятки. Итак, мы провязали длину пятки, провязали таким образом, чтобы нам соединить эти две половинки, и здесь у нас будет шов. Но для начала мы сейчас обвяжем вот так вот по кругу. И обвязывать будем по принципу вязания крючком, столбиками без накида. Для этого нам потребуется крючок. Остановилась я с левой стороны, рабочая петля у меня с левой стороны. Одеваем петлю на крючок. И далее смотрите, у нас получились вот такие вот перегородки. Вот перегородка, вот перегородка. И если мы сейчас будем подцеплять вот здесь вот между этими перегородками, у нас здесь будут получаться дырки. Поэтому смотрим, вот чуть ниже подхватываем одну петлю и подхватываем вот эту петлю. Берем петлю от рабочей нити и продеваем через эти две петли. То есть у нас вот между двух перегородок мы вяжем столбик без накида. Сейчас у нас на крючке 2 петли. И следующую петлю от рабочей нити продеваем через эти 2 петли. Дальше смотрим. Опять вот они 2 перегородки. Если мы вставим крючок, захватим вот одну ниточку, у нас здесь будет дырка. Поэтому мы опускаемся чуть ниже и подхватываем сначала вот эту вот петельку и потом одеваем на крючок вторую.
Протягиваем петлю от рабочей нити. 2 петли у нас на крючке, и через эти 2 петли продеваем следующую петлю от рабочей нити. И продолжаем так провязывать по кругу. Сначала с одной стороны. То же самое мы вяжем в уголочек столбик без накида. И у нас 4 петли, которые мы не вязали. Захватываем прям обе стеночки петли, и переднюю, и заднюю, и провязываем столбик без накида. И в каждую такую петлю по одному столбику без накида. Второй, третий. Здесь у меня закончился один моток пряжи, поэтому имейте в виду, если вы вяжете на такой же размер, то на обвязку второго тапочка не хватило совсем немножко. А мы продолжаем обвязывать наш тапочек. И то же самое мы проделываем с другой стороны. И в самый уголочек мы можем петельку подцепить за 2 стеночки, и за переднюю, и за заднюю. И в самый уголочек тоже провязываем столбик без накида. Теперь мы разворачиваемся и делаем еще один ряд обвязки. Вы смотрите по желанию, этот второй ряд можно не делать. Второй ряд намного проще. Вот у нас идут петли, и мы прям в эти петли вставляем крючок и провязываем столбиком без накида. Вставляем крючок, захватываем петлю и продеваем эти 2 петли петлей от рабочей нити. И провязываем так по кругу. В каждую петельку провязываем столбик без накида. И последний столбик без накида вяжем в последнюю петлю. Теперь нам остается сделать только шов на пятке. Раскрываем несколько петель на рабочей нити. Кончик нити вставляем в иголочку. Последнюю петлю нам нужно зафиксировать. Продеваем ниточку через петлю и затягиваем ее аккуратненько. Мы соединяем нашу пятку, здесь у нас будет шов, и просто зашиваем. Сначала мы зафиксируем наш уголок. Итак, зафиксировали здесь. И дальше мы сшиваем пяточку петля к петле, то есть все петли находятся друг против друга. Ищем пару петель. С правой стороны подхватываем за боковинку от петли и с левой стороны подхватываем. И прошиваем. И опять с правой и с левой. Прошиваем. И так двигаемся до конца. Одну петлю с правой стороны, одну петлю с левой. Расправляем наш шов с
Смотрим, все ли у нас ровненько, все ли у нас хорошо. И теперь этот хвостик выводим на изнаночную сторону. С изнаночной стороны нам нужно его зафиксировать. Лишнее отрезаем и хвостик прячем. И у нас получилась вот такая вот пятка и вот такой вот тапочек. Итак, теперь, как я и обещала, расскажу о каждом размере поподробнее. Самый большой размер мужской примерно на 44-45 размер ноги. Ширина стопы 27 сантиметров. Длина стопы 29,5 сантиметров. Эти тапочки связаны цветом 03 Alize Puffy Fine. И на пару тапочек ушло 1,5 мотка пряжи. Начинаем вязать все то же самое. Делаем первые 6 рабочих петелек. Дальше следующее у нас идет прибавление. В каждую петлю мы делаем прибавку, получается 12 петель. Следующее прибавление 1 петля, прибавка, получается 18 петель. И последнее прибавление мы вяжем 2 петли прибавка. И у нас должно получиться 24 петли. На ширину стопы 27 сантиметров мы будем вязать по 24 петли. И далее вяжем без изменений до начала пятки. Дальше на большой размер, на серединку я оставила 6 петель. То есть довязали до начала пятки и вяжем только 18 петель. 18 петель продели, закрыли. 18 петель продели, закрыли. И вяжем до конца пятки. И в конце все сшиваем. Эти тапочки у меня связаны на длину стопы 24 сантиметра. Это примерно 38-39 размер. И ширина стопы 22 сантиметра. На такие тапочки, на этот размер, на размер примерно 38-39, у меня ушел 1 моток пряжи, и не хватило совсем чуть-чуть на второй тапочек, именно на обвязку. Поэтому, если у вас только 1 моток пряжи, то имейте в виду, что одного мотка может не хватить. Тогда либо обвязку вот эту вот по краю можно сделать в один ряд, здесь у меня 2 ряда обвязки, либо такую обвязку сделать из ниточек другого цвета. И мы переходим к детскому размеру. Размер ноги примерно 30-31, ширина стопы 18 сантиметров и длина стопы 22 сантиметра. Здесь я вязала уже немножечко по-другому. Делала первые 4 рабочие петли. Потом в каждую петлю я делала прибавку. У нас получается 8 петель. И в следующем ряду опять в каждую петлю делаем прибавку. Получается 16 петель. И эти 16 петель вяжем без изменений до начала пятки. На серединку я оставила 4 петли и вязала 12 петель поворотными рядами. 12 петель протянула, ряд закрыла. И в обратную сторону 12 петель протянула, ряд закрыла. И вяжем до конца пятки. И в конце также делаем шов. И у нас получаются вот такие вот тапочки.
А на этом мой мастер-класс подошел к концу. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите мне об этом в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, чтобы я знала, что моя работа не напрасна. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее мое новое видео. Также подписывайтесь на страничку в Instagram, ссылочку я оставлю внизу в описании под этим видео. А на этом у меня все. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!